Ого, ого, капец. Всем привет, ребята! В этом видео покажу, как сделать боковой кивок из простой стяжки. Стяжку использую 25 сантиметров. В прошлом году я использовал вот такую резинку для бокового кивка. Резинку эту я брал из самого дешевого бокового кивка Лавсанового. У нас покупал за 15 гривен. Но этот кивок очень хлюпкий, постоянно его коробит куда-то, поклевки практически не видно. В общем, ерунда полная. Сделал я себе из стяжки, и мы целый год удачно ловили на такой боковой кивок. Сейчас я покажу, как его сделать без этой резинки. Недавно заходил в наш рыболовный магазин и в продаже увидел вот такие бубенцы в продаже. Как раз он подойдет для бокового кивка. Как я его буду делать? Дальше мне понадобится две таких стяжки 25 сантиметров. Откусываю этот замок. Потом второй стяжки отрезаем примерно 10 сантиметров. Так, чтобы было. Беру термоусадку, отрезаю примерно 2 сантиметра. Клеевым пистолетом заполняю и сразу вставляю эту стяжку. Перед тем, как клеить сюда стяжку, надо посмотреть, чтобы эта короткая была сверху. Это будет регулировка нашей мормышки, веса нашей мормышки. Когда термоусадку сдвигаем сюда, можно ставить более легкие мормышки. А когда под конец, то более тяжелые. Дальше надо сделать петельку для лески. Для этого я беру нехромовую проволоку, примерно 5 сантиметров. Загинаю пополам. Тут у кончика делаю небольшой загиб. Так. Беру эту проволоку, приставляю и фиксирую все ниткой. И капельку клея. Нить пока не обрезаю, нужно сделать кончик более заметным для поклевки. Для этого можно использовать антенку от старого поплавка или ненужную, закрепив ее сюда. Я сделаю другим способом. У меня есть флуоресцентные лаки. Для этого я беру ватную палочку. Откусываю примерно 2 сантиметра, можно 3. Дальше представляю так и наматываю. Опять капну чуть-чуть клеем, чтобы оно держалось. Перед нанесением флуоресцентного лака я сначала нанесу белый. Так будет намного ярче смотреться. Подождал 5 минут, пока белый лак подсохнет. Теперь можно и флуоресцентным.
Ну и салатовым. В принципе, все готово. Теперь минут 10-15 дам высушиться. Продолжу. Затратив пару минут, наш кивок практически готов. Осталось сделать небольшую доработку на удочке, где он будет крепиться. Завожу этот кивок так и зажимаю. И смотрите, при поклевке нормальной рыбы он будет проворачиваться. Надо тут сделать дополнительное крепление, чтобы он не проворачивался. Для крепления я беру 5 сантиметров проволоки. Я взял нехромую, можно любую. Завожу так. И сгинаю примерно пополам. И обматываю ниткой. И фиксирую это все 505 клеем. Теперь кивок надежно сидит и не провернется. Здесь вы можете посмотреть, как сделать мормышку для бокового кивка. Тут мы как ловили карася с женой, а тут я как тягал карпом. Ребята, если понравилось видео, поддержите, пожалуйста, лайком. Подписываемся на канал, кто не подписан. Большое спасибо за просмотр.